Друзья, очень важное объявление, буквально вот полминуты вашего времени займу. У нас теперь есть собственный журнал. Он называется «Чтиво», так же, как называется этот канал. Этот журнал рассказывает об исторических событиях и о современности. Мы попытались вот так сшить два пространства. Ну, потому что, на самом деле, все есть история. Первый номер, на обложке большой актер Евгений Цыганов, который сыграл в моем сериале, который тоже называется «Первый номер». Внутри главная тема – это история шоу, о том, как вообще зрелище от боев легионеров пришли к огромным концертам, типа концертов Тейлор Свифт, которые формируют экономику целых городов. Ну, внутри масса колонок еще авторских, авторы которых вы еще со времен Esquire любите. Ну и самое главное, мы сделали предзаказ первого номера, потому что постоянно первый номер разлетается. Так было в правилах жизни, так было в Esquire, и потом он стоит бог знает каких денег. Мы сделали предзаказ, чтобы, в общем, достаточное количество людей могло его приобрести. Предзаказ доступен на Озоне, вот по этой ссылке. Все, давайте дальше смотреть про историю. 18 декабря 1878 года в городке Гори в глубине Грузии в семье сапожника Виссариона Джугашвили и его жены Екатерины родился сын. Первые два ребенка в семье умерли во младенчестве. Мальчика очень ждали, назвали его Иосифом. Как часто бывает, потомки пытались задним числом отыскать в юном сыне сапожника Джугашвили те качества, которые сделали его знаменитым генсеком Сталином. Но ничего такого мы в его детстве не находим. Родители были грамотные, а отец умел объясняться на нескольких языках. Не поразительный, но неплохой уровень образования. Сапожник не миллионер, конечно, но его ремесло вполне кормило жену и сына. Позже отец спился и ушел из семьи, но Екатерина оказалась востребованной портнихой. Маленького Иосифа иногда били, но в XIX веке это был стандартный метод воспитания. Короче говоря, семья Джугашвили жила не сказать, чтобы хорошо, но вполне терпимо. Молодой Сталин страдал от физических изъянов, но это тоже был не приговор. Его лицо всегда носило следы, перенесенные в детстве оспы, а левая рука атрофировалась и плохо работала до конца жизни. В 6 лет мальчик попал под повозку. Все это, правда, компенсировалось и интеллектуальными качествами. Мальчик был умный, и Екатерина Джугашвили изо всех сил старалась открыть ему дорогу в жизнь. Связи семьи не поражали воображение. Но благодаря знакомому священнику Иосиф подтянул русский язык и смог поступить в духовное училище. Денег хватило, но прям впритык, так что Иосиф учился с исключительным трудолюбием. Трудности в учебе или даже просто отсутствие стипендий поставили бы на его будущем крест. Училище он окончил с прекрасными оценками и перешел в Тифлисскую семинарию с неплохим багажом теологических знаний, включая 3 языка – родной грузинский, русский и греческий. Никаких революционных наклонностей он тогда не обнаруживал и вообще был примерным юношей. В семинарии было то же самое. До определенного момента Джугашвили был образцовым молодым человеком. Но вскоре что-то изменилось. Парадоксально, но семинарии тех лет были рассадником революционной идеологии. Религией и государство интересовалось мало. Статус священников в обществе был низкий. Это был, в общем-то, ПТУ. Семинаристами часто становились молодые люди из бедных и неблагополучных семей. Учиться было тяжело. Казарменный распорядок, наказания, обыски. Семинаристов ограничивали даже в чтении обычной светской литературы. Если добавить сюда повальную тогда моду на все революционное, плюс естественное для молодости желание бунтовать, можно примерно представить, какая в этих учебных заведениях была атмосфера. Как раз из светской литературы Иосиф подчерпнул некоторые вдохновляющие его примеры. Его привлекали романтические приключенческие книги. Из романа Александра Казбеги «Отца-убийца» он подчерпнул образ благородного разбойника Кобы, имя которого потом и взял в качестве псевдонима. Тогда же Иосиф начал писать стихи. Примерный мальчик стал романтичным юношей. Но где романтика, там и тайна. Джугашвили вступил в подпольный книжный клуб. Семинаристы тайно читали обычные светские книги, легальные за пределами их учебного заведения. Поначалу Иосифу инкриминировали только чтение Гюго, но вскоре юноша увлекся более радикальными идеями. Молодой человек с головой ушел в марксизм.
С 1898 года Иосиф состоял в социал-демократическом кружке и общался с революционерами. В 1899-м Джугашвили должен был закончить семинарию, но к этому моменту с церковью у него уже были радикальные расхождения. Запрещенные книги, нежелание ходить к молитве, карцер, выговоры. В итоге Иосифа отчислили незадолго до выпуска. Он просто не пришел на экзамен, но у него уже были новые друзья. В том же году Иосиф Джугашвили работал наблюдателем в Тифлисской метеорологической обсерватории. Это была единственная за всю его жизнь легальная работа, не связанная с управлением государством, конечно. Работа не требовала квалификации, но решала вопрос с крышей над головой и пропитанием. А параллельно молодой Джугашвили занимался совсем другими делами. Он быстро прослыл радикалом даже среди революционеров. После семинарии к старому миру у него были личные претензии, и он хотел как можно скорее с ним покончить. Он предлагал не заниматься обычной пропагандой, а устраивать забастовки, идти к рабочим. Все это привело к разрыву уже не с какой-то там семинарией, а с окружающим миром вообще. В 1900 году он впервые выступил на массовом собрании революционно настроенных рабочих, а 1901 изменил все. В обсерваторию пришла с обыском полиция. Джугашвили там не застали. Он ушел в подполье. Коба оказался прирожденным конспиратором. Он занимался пропагандой среди рабочих, но от арестов ему долго удавалось уклоняться. Впервые его удалось поймать после громкой акции. В 1902 он фактически организовал массовые беспорядки на нефтепромыслах в Батуми с забастовками, поджогами, покушениями и перестрелками. Кульминацией стала попытка толпы взять штурмом тюрьму, где держали арестованных рабочих. Погибли 13 человек. Под арестом Джугашвили не геройствовал. Он старался избежать ответственности, просил друзей помочь ему с фабрикацией алиби, а когда дело затянулось, начал писать прошение об освобождении. Все это не сработало, и Кобу отправили в ссылку в Сибирь. Но уже в начале 1904 года он оттуда бежал. Сибирская ссылка курортом не была, но от побегов предохраняли в основном природные условия, а не караулы, так что ссыльные избегали регулярно. Джугашвили спокойно вернулся в родную Грузию. Аресты только добавили ему очков в революционном подполье. Как раз в это время Ленин разошелся с более умеренными меньшевиками и возглавил большевиков, самое радикальное крыло революционеров. Молодому Кобе импонировала именно решительность и бескомпромиссность Владимира Ильича. Революция 1905-го захватила Иосифа с головой. Организация боевых групп, пропаганда, жизнь по поддельным документам, в общем, классика подпольной борьбы. Однако, по иронии судьбы, к самому известному событию собственной биографии той эпохи Сталин имел отношение по касательной. 26 июня 1907 года группа большевиков под командой Симона Тер-Петросяна устроила громкое ограбление в Тифлисе. Средь бела дня боевики с револьверами и гранатами подстерегли карету казначейства при перевозке денег из почтового отделения в банк. Наблюдатели, группа захвата и сам Тер-Петросян, переодетый офицером, действовали как часы. Фаэтон забросали бомбами и вступили в перестрелку с охраной. Тер-Петросян увез огромную сумму – до 340 тысяч рублей. Ну, тогда это целое состояние. На улице осталось до 50 раненых, и не менее 3 человек погибло. Джугашвили часто приписывали непосредственное участие в налете и даже ранения. Но сейчас можно сказать, что это миф. Он знал о подготовке налета, возможно, участвовал в планировании, но, скорее всего, не участвовал в перестрелке лично. Зато помогал укрывать награбленное. Деньги зашили в матрас, который Сталин отнес в знакомое место – метеорологическую обсерваторию. Тер-Петросян был вскоре арестован с горой оружия и австрийским паспортом и попал в тюрьму, а оттуда в психиатрическую больницу. Джугашвили бежал, но в 1908 году попался и был сослан в Вологду. В 1911 году Иосиф вернулся из ссылки и опять оказался в подполье. Это уже был битый жизнью боевик, умный, злой, ну, если судить по отзывам товарищей по борьбе. Теперь он вошел в круг лидеров большевиков. Именно тогда он взял себе псевдоним Сталин. Ходит байка, что это русификация настоящей фамилии. А Джуга — это якобы сталь по-грузински. Но это миф, хотя и ранний миф, относящийся к революционным временам. Джуга — это древнее слово, просто имя, без перевода. Слово «сталь» по-грузински звучит совсем иначе. Ну а псевдоним Иосифа Джугашвили просто продолжал моду на сурово звучащие подпольные имена.
которые отсылали к рабочему движению, как Каменев или Молотов. Ну и, конечно, новый псевдоним не так бросался в глаза в Центральной России и не выдавал автоматически в его обладателе грузина. Теперь Сталин работал в основном в столицах. Его постоянно ловили, отправляли в ссылку в Вологду, а он раз за разом оттуда бежал. Это напоминал какой-то комедийный скетч, но и подпольщики, и полиция занимались этим с полной серьезностью. В перерывах между разъездами от Петербурга и Москвы до Вологодчины Сталин занимался пропагандой, организуя выпуск газет, писал публицистику сам и все глубже погружался в мир политических интриг. Бывший семинарист оказался храбрым, распорядительным и умным подпольщиком и хорошим оратором. К 1913 году казалось, что Сталин делает карьеру капитана тонущего корабля. Правительство насытило радикальные движения агентуры и постепенно душило радикальные группы. Огромную роль в судьбе Сталина сыграл Роман Малиновский, революционер, член Ленинской партии с 1906 года, член ЦК партии, а кроме того, агент охранки. Малиновский сдал целую плеяду знаменитых революционеров, включая Бухарина, Орджоникидзе, Свердлова и, наконец, Сталина. Сталин был арестован в Петербурге. На сей раз о Вологде вопрос не стоял. Правительство окончательно достали радикалы из РСДРП, и Иосифа Джугашвили приговорили к ссылке в глубину Сибири под Туруханск. Оттуда сбежать было куда труднее. Сталин был уже не юношей, ему перевалил за 35 лет. И вот он в ссылке, без копейки денег, в Медвежьем углу, в снегах, посреди Сибири. Сталин писал отчаянные письма друзьям с просьбой не забыть его. Но эти мольбы оставались без ответа. Благодаря Малиновскому полиция узнала о подготовке побега, и Сталина вместе со Свердловым отправили еще дальше, в поселок Курейка, под жесткий надзор. В таком отчаянном положении будущий вождь еще не был. Он строчил на волю письма, на которые не получал ответа. Вдобавок он поссорился со Свердловым. Дело в том, что у Сталина была одна очень неприятная особенность. Он был жутко неряшливым и страшно не любил заниматься работой по дому. Свердлов писал сдержанно, но, похоже, в избе, где поселили товарищей по борьбе, стоял полный бардак. Да и в целом в таких условиях ссоры практически неизбежны. В итоге Свердлов даже отселился от Сталина. Чтобы как-то жить, охотились и рыбачили. Сталин поселился в доме сирот Перепрыгиных. Постепенно жизнь наладилась. Надзиравший за Сталином полицейский чиновник Мерзляков махнул рукой на свои обязанности и вообще не интересовался, как там его подопечный проводит время и что делает. Тем более, что делать было, в общем-то, нечего. Сталин перестал писать и читать. Писать было не о чем, книг было не достать. В ссылке он узнал о предательстве Малиновского, и это был сокрушительный удар. С Малиновским Сталин дружил. Возможно, дальнейшая его страсть к поискам предателей связана именно с этим. Предателем оказался человек, которого Сталин никогда бы ни в чем подобном не заподозрил. Где-то далеко бушевала Первая мировая война, а под Туруханском Сталин тихо угасал. Ему уже было ближе к 40, в таком возрасте можно подводить промежуточные итоги жизни. И вот он активист, слабый, почти разбитый партией, ссыльный, на краю света, живет, прям скажем, как овощ. Его стали забывать даже соратники по партии. В 1915 году Ленин даже просил товарищей напомнить ему фамилию Иосифа. А не помните ли фамилию Кобе? Будущее делалось все более и более зыбким. Сталина все-таки перевели поближе к цивилизации, в Ачинск. Но это мало что меняло. А в 1917 году произошло событие, которого уже никто толком не ждал. В Петрограде произошла революция. Ссыльный большевик получил новый шанс. Да какой! Вернувшись в Петроград, Сталин застал там совершенно новую ситуацию. Биографы часто стоят перед понятным искушением. Они знают, кем тот или иной человек стал в итоге, и выстраивают сюжеты, исходя из этого послезнания. Однако реальность обычно выглядит иначе. К 1917 году Сталин прожил целую жизнь, которая вовсе не была простым предисловием к дальнейшим событиям. Примерный ученик вырос в радикального юнца, тот в профессионального боевика, боевик в политика, а итогом стал почти сломленный человек в далекой ссылке. В новую жизнь Сталин отправился со сложным багажом. Игла впереди было еще очень много.